Друзья, рад приветствовать всех, кто изучает русский язык. Меня зовут Андрей, и тем, кто впервые к нам зашел, я хочу рассказать, что на канале Русториес я читаю для вас короткие рассказы на русском языке. Чтобы помочь вам легче понять содержание рассказа, справа на экране всегда отображается текст на русском языке, а в субтитрах YouTube вы можете включить перевод на английский и многие другие языки. Сегодня я прочитаю вам короткий рассказ про знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино и его особое отношение к русской культуре. Итак, поехали! В России у американского режиссера Квентина Тарантино масса поклонников появилась со времен «Криминального чтива», аж целую четверть века назад. Хотя опытные киноманы высоко оценили и его первый полнометражный фильм «Бешеные псы». В любви к России автор культовых фильмов признавался не раз, но не к политическим лидерам, а к культуре, к людям и истории. Вот несколько ярких заявлений режиссера, сделанных в России. Если вы спросите меня, какой мой самый любимый русский фильм, я сразу назову фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Это что-то невероятное. Одна сцена ледового побоища там чего стоит. Но я об этом никому не рассказывал, потому что об этом фильме и так все говорят. Это все равно, что, приехав в Японию, американский режиссер скажет, что его любимый режиссер Куросава. Это же скучно. Но мало кто из американских режиссеров говорит про человека-амфибию. Если бы снимал фильм о России, то в нем появился бы человек-амфибия из советского кино. Я обожал в детстве этого персонажа. Но у нас его не показывали в кинотеатрах. И я посмотрел его по кабельному телевидению. Влюбился в этот фильм, даже не зная, что он снят у вас. А вот что думает режиссер о русской культуре, в которой, как выяснилось, неплохо разбирается. Далеко не каждая страна может похвастаться таким вкладом в мировую литературу, как Россия. Меня в Москве поразило обилие памятников писателям и поэтам. В США этого нет. В 2004 году, прилетев в Москву с презентацией своего фильма «Убить Билла», культовый Квентин прямо с самолета заявил: первое место, куда он поедет, это могила Пастернака. Немногие обратили внимание на его слова, но после обеда, несмотря на проливной дождь, Тарантино уже шел по кладбищенской тропинке в Переделкино. Попросив оператора не снимать, он долго сидел у могилы на траве, прислонившись к памятнику. Так долго, что Сергей Берментьев, фотохудожник, сопровождавший его, снял свою куртку
и постелил, чтобы тот не простудился. А потом Тарантино сказал, что прилетел только ради этого, что хотел чуть-чуть приблизиться к человеку, который так повлиял на него, что знает все его стихи с детства, что это его кумир, и у него с ним духовный контакт. Покидая Переделкино, Квентин увез с собой на память ромашку, как символ, что талант — единственная новость, которая всегда новая. Друзья, вот такой рассказ. А как вы относитесь к творчеству Квентина Тарантино? Какие его фильмы вы можете посоветовать? Как всегда, буду очень рад, если вы поделитесь своими мыслями в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!